Привет! В сегодняшнем видео мы с вами будем использовать глагол get в значении «мне посчастливилось», «мне повезло», «у меня есть возможность». В этом значении глагол get очень удобен тем, что, во-первых, вы его услышите везде и всегда, он относится к casual регистру. Можно избегать модального глагола can, полумодальной фразы be able to. Можно избегать таких слов, как opportunity. Можно избегать таких слов, как chance. Также вы можете заменить то выражение, о котором сегодня буду вам рассказывать, всеми этими средствами. От своих студентов я очень часто слышу в предложении слово opportunity. I had an opportunity to. There was an opportunity. И очень часто это звучит не совсем уместно, потому что в casual беседе все-таки слово chance, если вы уж так очень сильно хотите использовать слово opportunity, подойдет как нельзя лучше. Но, тем не менее, слово chance также в разговоре, обычном разговоре среди друзей, коллег, знакомых, тоже не является high frequency. А именно то, о чем сегодня буду говорить, можно отнести к этой самой high frequency. Напоминаю, у меня есть Telegram и Instagram Kirells_English. Итак, поговорим мы сегодня с вами про фразу get to плюс глагол в обычной форме. Главным глаголом здесь будет являться get, и вы его можете спрягать по всем временным аспектам. В основном он работает в настоящем времени get to, либо в обычном simple past got to. Давайте посмотрим на примерах, какие бывают ситуации. I got to meet him. Так вы можете сказать, когда встретили какого-то человека. Какой у этого предложения смысл? Что у вас была возможность встретиться с этим человеком. Была не значит, что вы ее упустили, этот шанс, возможность. Нет, вы им воспользовались. То есть мне посчастливилось, у меня была возможность, я ею воспользовался, я сумел, я смог. Но все вот это, то, что я вам говорил, мы можем передать простой фразой I got to meet him. You get to live in Tokyo? That's amazing. Чё, ты в Токио живешь? Это просто замечательно. Если мы переведем дословно, то есть у тебя есть возможность, и ты пользуешься в Токио, ты живешь в Токио. We got to meet all the stars after the show. We got to meet all the stars after the show. Нам посчастливилось встретиться со всеми звездами. Сами придумайте себе звезд после мероприятия, после шоу. Мы можем это предложение перефразировать и сказать We had an opportunity, we had a chance, we were able to meet with all the stars after the show. She gets to travel all over the place. У нее есть возможность, или, может быть, даже привилегия путешествовать везде. То есть, если бы я перефразировал предложение с get to, я бы сказал, что having an opportunity, a chance or a privilege to do something. То есть, иметь возможность какую-то, либо даже привилегию. Но вы должны это все отличать от обычного. У меня получилось, мне удалось, например, билеты вам было трудно достать. Это будет совершенно другой контекст, и сюда вы не можете поставить I got to. Помните, что когда вы изучаете английский язык, у глаголов есть core meaning. И этот core meaning вам поможет добраться до оттенков этого значения. Так вот, здесь get используется в своем, так сказать, первозданном виде в значении receive, получать. То есть, когда вы говорите you, I, we, they и так далее, get to do something, вы можете мысленно использовать это core meaning, чтобы, так сказать, запомнить это и не забыть. То есть, у меня буквально я получаю возможность, шанс что-либо делать. Или у меня случился такой шанс что-то сделать. Get to используется не только с местоимением I, он используется не только в прошедшем времени, есть вариации отрицательных предложений или, например, с местоимением you. Давайте посмотрим, как меняется значение. You get to do something используется очень часто, когда речь идет о безличных предложениях. То есть мы используем так называемый generic you, не имея конкретно какого-то человека, а людей в целом. Например, в таком предложении, как You get to see the whole world. You get to see the whole world. Здесь мы говорим you, не имея в виду какого-то человека, а людей в целом. Например, если у них позволяют материальные средства, возможности и так далее, то перед ними открывается такая вот возможность посмотреть весь мир. Также вы можете использовать эту конструкцию, когда хотите кому-то что-то запретить. Например, you don't get to say или you don't get to say that. Так вы можете сказать, когда запрещаете человеку высказываться, например, в каком-то непотребном тоне. Либо, например, вы хотите сказать человеку you don't get to choose.
You don't get to choose. А что это ты тут выбираешь? У тебя нет таких возможностей, такой полномочий нет. Тут я решаю, что делать, не ты выбираешь, выбираю я. You don't get to choose. You don't get to talk to me like that. У тебя нет прав так со мной разговаривать. You don't get to talk to me like that. Maria. Bitch. Ну, поняли. Если у вас что-то не получилось сделать, вы можете сказать I didn't get to talk to her. I didn't get to talk to her after all. Вы можете так сказать, когда у вас была какая-то встреча, вы думали, что поговорите с человеком, в результате все планы посыпались, ничего у вас не получилось. Well, I didn't get to talk to her, or I didn't get to see her, or I didn't get to go there. Может быть, вы ездили в путешествие и хотели посмотреть, поплавать с акулами, увидеть ламантинов или чего-нибудь там еще. В итоге приезжаете, друзья вас расспрашивают, а вы говорите, well, the weather sucked, and we didn't get to see all of that. Вы можете так сказать, I didn't get to leave the house today because of the weather. У меня сегодня не получилось из дома выйти, потому что погода на букву П. Не подумайте, что плохо. You don't get to do that these days. You don't get to do that these days. Как-то вот у нас сейчас не получается вот это чего-то там делать в последнее время, в настоящее время, в силу, может быть, каких-то экономических изменений, ситуации в мире и так далее. Имеется в виду у людей. Здесь you — это безличное you, а не отсылка к какому-то конкретному человеку, к вашему собеседнику. In LA, you get to see amazing sunsets. В Лос-Анджелесе у вас есть прекрасная возможность или, может быть, привилегия какая-то, if you will, наслаждаться потрясающими закатами. You, опять здесь, это безличное you. То есть мы имеем в виду всех людей, кто, так сказать, ступит на землю этого города. Ну и вы также можете задать вопрос. Например, представьте, что вы вернулись в детство, Новый год к нам мчится, скоро все случится, и вы говорите, задаете, вернее, вопрос. Do I get to stay up late because it's Christmas? Ну, если вам Christmas не подходит, do I get to stay up late because it's New Year's? А мне можно остаться допоздна, потому что, Новый год. Помните, все в нашей речи должно быть уместно. It might be scary because it does take you out of your comfort zone, but that's a good thing. You get to meet more people. You get to, You get to decide how much. You can spend your whole life imagining ghosts. Is when you find a new species, you get to name it. And it's a choice to be you that you get to make every 10 seconds. You don't get to practice independence until it's too late. You don't get to rehearse, and so you're just ready to go when you get on set. On top of work, you don't get to stop your job. You have to do this on top of everything else. И напоследок такое вам предложение. If you go to the ball, you'll get to see Prince. If you go to the ball, you'll get to see Prince. А тут вы сами догадаетесь, какой контекст может быть у этого предложения и кто кому так мог сказать. Alright, на сегодня это все. Если вы живете на западе нашей необъятной страны, stay cool and hydrated. Я желаю всем отличных выходных. Пока.